Привет, друзья! Вот такая замечательная задача, которую решают китайские пятиклассники. Дан квадрат. Проведены в нем два отрезка, зеленый и красный, с углом 45 градусов между ними. Эти отрезки отсекают по сторонах квадрата отрезки длины 10 и 3. И требуется найти площадь этого квадрата. Я дам буквы А, Б, С, Д. И пусть это будет М и К. И попробуйте решить эту задачу. Вы же не хуже. Точно, китайских пятиклассников. Ну, а мы начинаем. И я, конечно, условно говорю, что это пятиклассники такие задачи решают, хотя на самом деле есть очень продвинутые, очень сильные пятиклассники, которые знают и площади простейших фигур, и теоремку Пифагора даже, не так сложно ее объяснить смышленному пяти-шестикласснику. Все-таки квадраты чисел они там нормально знают. Здесь 10, здесь 3. И надо найти площадь этого квадрата. Ну, наверняка первым действием многие соединят М и К. Ну и вот, решив эту задачу, узнают, как связан отрезок МК и отрезки БМ и КД. Оказывается, отрезок МК равен сумме отрезков БМ и КД. То есть МК 13 для угла в 45 градусов. Посмотрите, как обычно это доказывается. Строят треугольник на стороне АД, равный треугольнику АБМ. Ну вот как? Вот здесь я продолжу и скажу, что в треугольнике АДП он прямоугольный, ДП равно 10. Ну, а эта сторона равна этой, как стороны квадрата. Прямоугольный треугольник вот этот равен прямоугольному треугольнику вот этому. Ну, по двум катетам. Что тогда у них равно? Ну, и гипотенуза. Эта гипотенуза равна этой, но кое-что еще. Посмотрите. Вот этот уголок, жирная точка, вместе с вот этим углом, звездочка, сколько вместе дают? Правильно, 45 градусов. То есть вот этот угол плюс вот этот угол звездочка 45 градусов. Ну почему? Ну, от 90 градусов, это угол квадрата, надо отбросить 45. Но треугольники мои равны, значит, вот этот уголок тоже жирная точка. И тогда звездочка и точка в треугольнике КАП тоже дают 45 градусов. И теперь я рассмотрю два других треугольника. Вот синеньким закрашу вот этот и вот этот. Они же будут равны. У них сторона АК будет общая. Ну, АМ равно АП, и углы между ними по 45 градусов. То есть треугольник АМК будет равен треугольнику АПК, АПК по двум сторонам углу между ними, то есть по первому признаку равенств треугольников. Ну, что отсюда следует тогда? Отсюда следует, что вот эта сторона, вот эта, равна вот этой стороне, правильно? То есть отсюда следует, что МК равно КП, которое 3 плюс 10 – 13. Невероятно. То, о чем я говорил в начале, состоялось. То есть первым действием мы доказали, что МК 13. Ну, наверняка всех теперь заинтересует треугольник МЦК. В этом треугольнике гипотенузу с этой стороны нарисуют 13. А вот осталось выразить катеты МС и ЦК. Обозначу МЦХ. Тогда БС будет х плюс 10. Но СД тоже х плюс 10. Значит, МС равно СД и равно х плюс 10. Ну, математически либо легко сообразить, что ЦК отрезок равен х плюс 7. Смотрите, х плюс 7 плюс 3. Х плюс 10. Ну и ЦБ х плюс 10. Все сходится. Итак, в треугольнике МЦК у нас выражены все три стороны. Вот катет, катет и гипотенуза. Тогда по теореме Пифагора сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Равно 13 в квадрате. Ну, давайте решать. Х в квадрате плюс х в квадрате плюс 14х плюс 49 равно 169. 2х в квадрате плюс 14х
Здесь переношу минус 120 равно нулю и привожу это уравнение. Х в квадрате плюс 7х минус 60 равно нулю. По теореме Виета, обратной, как говорят в школе, я найду корни, хотя можно и при помощи дискриминанта. Наверняка 60 удобно разложить на 5 и 12, поставив знак минус перед 12, получим, что сумма этих чисел равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком. То есть наш корень пятерка. Итак, х равен 5. Запишу это гордо и жирным шрифтом. Х равно 5. Итак, х равен 5. Попутно х плюс 7 равно 12. И у нас Пифагорова троечка. 5, 12, 13. Но нас интересует сторона квадрата. 10 плюс 5 – 15. Ну тогда все. Площадь квадрата нашего будет равна 15 в квадрате, а это 225. Все, задача решена, ответ 225. И присылайте свои замечательные решения. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Ну, поставите, надеюсь, лайк. Ну, задача суперская. Ну, по мне так кажется. Пока.